Итак, ну что, всем привет, и у нас продолжение, часть номер 2. Движемся мы теперь в сторону нашего фестиваля, который мы давно запланировали посетить. Это фестиваль Goldwing, 8-й международный фестиваль, он еще называется Треффен, я, честно говоря, не знаю, что это за перевод. В общем, наша следующая точка — это остановка на фестивале. К сожалению, мы не успели забронировать отель именно где сам проходит вот это все мероприятие. И в связи с этим у нас такая небольшая сложность по проживанию. В регламенте по прибытию там можно, в принципе, оплатить 80 евро, да, за двоих получается 80 евро в сутки, и оставаться на территории этого отеля, где будет все это мероприятие происходить, и пользоваться всеми услугами, ну, то есть все, что включено в этом отеле. И поэтому, в принципе, мы просто движемся в сторону отеля, и там уже по месту, как всегда, будем решать наши вопросы с жильем. Ну и, кстати, хотелось бы вот в этом видео вам показать, как актуально быть внимательным все время на дороге, да, получается, вот ехали ни с того ни с сего, и вот такой вот сюрприз нам прилетел. Ну, благо скорость была не сильно высокая, поэтому резко сбросил, притормозил, объехал и с улыбкой поехали дальше. Ну, в общем, ситуация такая, что подъезжая к этому месту, мы, конечно, уже были в такой вот эйфории, может быть, или не знаю. Ну, мы никогда, в принципе, на такие фестивали не ездили, да, на наши мотослеты мы, конечно, частенько заезжали и с палатками, и без. А тут, получается, такого класса, да, международный фестиваль. Ну, было, конечно, очень интересно его именно посетить. Да, еще плюс он касался конкретно модели Goldwing. И вот он, получается, у нас отель, в котором как раз-таки все это мероприятие будет происходить. Ну, поскольку мы уже здесь пропустили 2 дня, получается, и у нас еще 2 дня фестиваля, ну, впереди было. Сегодня, ну, уже забегу вперед, получается, мы знали о том, что они сегодня поплыли на корабле, в основном, ну, кто желает, там, получается, 30 евро надо было оплатить, и можно было плыть на корабле. Ну, нас, в принципе, эта прогулка не очень сильно интересовала, поэтому мы немного задержались, и вот приехали вот с таким опозданием. Ну, больше нам, конечно, интересно было посмотреть это все. Вот это слева, это основной корпус, получается. Здесь вот громадная стоянка перед самим отелем. Она вся была забита мотоциклами. И получается вот основная стоянка вот здесь уже, где все парковали. Ну, зачастую бывало, знаете, непонятно почему. То мотоциклов очень много становилось, ну, видимо, откуда-то приезжали, то довольно-таки очень много разъезжалось мотоциклов. Ну, я же говорю, ну, мы когда, конечно, сюда заехали, такое было, ну, ощущение, вау, ничего себе, да, такое вот мероприятие, и мы здесь приехали, ну, очень были в восторге от этого всего, от количества мотоциклов, от номеров, которые, да, разных стран были эти мотоциклы. Ну, очень были в восторге от этого всего. Так, ну вот мы и добрались до фестиваля Goldwing в Турции. Вот, пожалуйста. Надеюсь, этот прицеп голда притянула. Тут и тебе и красные, и полосатые. И вот такие, и всякие, и с мишками, и без мишек. Вечером. И даже Валькирия полторашка. И еще Валькирия полторашка. Да, кстати, с прицепами много приехало. Один с люлькой был. Я так понимаю, и это еще не предел.
турецкие номера. И вот эти Да, много очень турецких номеров. Ай буква, даже не помню. А, Ирландия, нет? нет. Трицикл, да? Да. Заряженные трициклы, все дела. И еще немного. И еще чуть-чуть. Денмарк, да. Турция. Ай. Опять. Надо посмотреть, что там. Очень много с буквой Ай. Ну, пойдем и мы тогда регистрироваться. О. Италия. Италия. А, точно. Ай, это Италия. Так что у нас тут from Italy. Ну и мы, получается, вот направились к стойке регистрации. Это прямо как раз за вот белым автомобилем. Я уже несколько раз возвращался за документами, то забуду. Ну, быстренько зарегистрировались, оплатили основной момент и пошли дальше гулять. Так, ну что, там проходит весь фестиваль, а тут еще кемп-лагерь такой. Ну, наверное, сюда стоит парковаться, когда у тебя такой шикарный прицеп. На такой голде они. Еще вот туда дальше. Ну, я вам скажу, немного желающих было приехать сюда с палаткой. Ну, хотя, в принципе, вот еще 3 палатки здесь стоят. Здесь, кстати, еще есть аквапарк. В общем, вкратце опишу вам ситуацию по проживанию, что у нас получилось. Когда мы туда подошли и зарегистрировались, девушка сказала, что раз вы не бронировали, а там, оказывается, надо было за 3 месяца до этого всего бронировать, то, получается, жилье ищите сами. Если хотите находиться на территории, платите 40 евро с человека и, получается, ну, пользуетесь, все включено в этом отеле, но живете где-то. И потом один из организаторов подошел к нам, говорит: ребята, вы откуда? Ну, познакомились, все что-то как. Он говорит: давайте я вас сейчас красиво все устрою. Я говорю: ну давайте. Ну, правда, немного посомневавшись в его возможностях, я проскочил по месту, тут поискал еще отели. Ну, в общем, в принципе, что он нам предложил? Жилье в 500 метрах ходьбы от главного этого здания отеля, получается. И пользоваться что там, что здесь, все включено. Это нам обошлось 100 евро в сутки, мы платили. Нам всего 2 ночи здесь надо было уже, ну, проживать. Поэтому нас это вполне устроило. Да и вообще, в принципе, отношение было очень, ну, такое приятное. Мы, в принципе, когда заселялись в другой отель, да, в который он нас отправил, мы, конечно, были в шоке. Он по звездности и, в принципе, по качеству был даже еще намного лучше, чем этот отель. Ну, а мы тем временем уже, как вы видите, уже народ вернулся с прогулки на корабле. И, получается, выставили сейчас, ну, скоро будет конкурс на самую красивую голду. Вообще, конечно, в принципе, вот здесь уже, когда народ этот, да, вернулся, получается, здесь уже прям людей столько уже вокруг начало ходить. И вот как-то, знаете, все так позитивно, ну, так как-то, ну, интересно, весело тут все так проходило. Все друг с другом общались, смотрю, там с разных стран. И, ну, как-то вот, ну, такая вот обстановка и атмосфера, конечно, очень располагающая. Ну, а тем временем уже начался конкурс на самую красивую голду. Мелкая такая, не понимаю, что происходит, но очень интересно.
После конкурса вот прошлись немного, посмотрели, да, вот такие вот магазинчики здесь выставлены, там дальше сувенирные, и СТОшки тут есть, и в принципе там с человеком познакомились, даже ему колесо поменяли новое. Ну, в общем, довольно-таки интересно здесь. В общем, когда мы станем совсем старыми голдоводами, то тогда будем покупать вот такие автобусы, вот так их расписывать всячески. Там еще тоже стоят. И будем прицеплять вот такие вот прицепы. Туда внутрь как раз залазит голда. Да туда даже, наверное, две залезут. Что там одна? Тут и Франция, и Румыния. Это Германия. Притащили, смотрите как. Молдова. Ну и можно это еще прицепить на вот такой вот Мерседес. И вообще тут, конечно, каждый вечер у них по программе вот такие либо танцевальные шоу, либо, получается, какие-то диджеи выступали, там шоу всякие различные, барабанов, по-моему, были еще по программе. У нас-то получается, что мы здесь всего 2 ночи ночуем, да, и всего вот таких 2 шоу, ну, для просмотра у нас есть. Это вот то, что сейчас идет, и вторая ночь, она, в принципе, основное награждение по всем вот этим конкурсам и участиям, там, на лучшую голду, кто дальше проехал, кто больше проехал, ну, много всяких награждений. И, ну, мы, в принципе, вот пока наслаждаемся вот этой программой. Получается, после такой танцевальной программы началась свободная танцевальная программа. Уже начали выступать приглашенные вот такие барабанщики на духовых инструментах. Тоже там ребята зажигали, получается. И уже, ну, началась такая общая дискотека, вечеринка, развлекуха. Ну, а мы, в принципе, посидев немного, отправились в сторону отеля. Ведь нам еще по пляжу идти ночью. И тем более завтра еще хотели поучаствовать в пробеге. Ну вот и наступил следующий день. Ну, как видите, тут уже максимально все приготовления к старту, к пробегу. У каждого музыка тут своя орет, получается. Поделились по флагам. Мы присоединились к белорусам и поехали с ними в пробеге вместе, получается. Ну вот мы следом за турками. Вообще сам по себе этот пробег, он приурочен, получается, это парад флагов. Ну, мы не сильно к этому моменту приготовились, мы никакой ни флаг не взять. Да мы не знали, честно говоря, что такой пробег, именно посвященный флагам, здесь будет. Ночью одну из ночей, да, которых мы пропустили, получается, здесь был еще ночной, как он, световой пробег, получается, как-то так он называется, когда все едут, вот эти все свои гирлянды, все свои вот эти моменты включают и привлекают этим самое внимание. Ну и, в общем, сегодня у нас по планам вот поучаствовать в этом пробеге и, ну, в принципе, и вечерняя программа. Конечно, ну, блин, ребята, я вам скажу, колоссальность и масштабность этого пробега просто поражала.
Это было столько мотоциклов, столько позитива, все люди машут, да и вообще колонна сама по себе была, ну, громаднейшая, там в районе 300 мотоциклов было в этой колонне именно. И получается еще, помимо всего, сама организация, конечно, ну, поражала. На всех участках, да, были перекрыты патрулями, получается, ну, официальными патрулями. Помимо этого еще сами голдоводы, да, организаторы, турецкая принимающая сторона, они еще тоже постоянно вот обгоняли. Вот, кстати, помчался, да, он едет, быстро обогнал, там перекрыл, как дублирующий. Я же говорю, опять же, везде стояли полицейские, везде страховали нас. Ну, это было реально очень приятно. И, кстати, один из моментов был, ну, для нас, как здесь, да, у нас в России, у нас это спецсигналы, вот это все запрещено. Здесь, я не знаю, может, у них разрешено это или почему. Здесь на каждой турецкой голде обязательно крякалка стоит или еще что-то, какой-то спецсигнал. И помимо этого еще световые вот эти всякие мигалки, моргунчики и всему подобное. Сам по себе маршрут, конечно, они проложили небольшой. Он получился в одну сторону где-то в районе 15 километров. Мы, получается, от Айвалыка двинулись в сторону острова Кунда. И там через мост такой красивый, получается, ну, эпичный, проезжали. И, ну, за счет того, что вроде бы пробег, да, небольшой по километражу был, но людей было очень много, движения, вы видите, какое плотное. И опять же, вот, посмотрите, все приветствуют, все вышли, все радостные. Ну, во-первых, колонна, конечно, громаднейшая колонна. Все машут, ну, на позитиве, конечно, очень, ну, приятная организация этого самого мотопробега, получается, ну, очень достойная. Ну вот, в принципе, как раз таки сейчас вы можете, да, эту всю колонну видеть, насколько она вся в горизонт уходит, получается. Это вот как раз мы сейчас проезжаем по мосту, который нас выведет на остров Кунда, вот этот вот, куда мы едем. Там наша финишная, получается, точка, там такой большой будет пирс, променад. Мы как раз таки туда едем, где основная вот такая зона для отдыха у них. У нас даже, видите, получился небольшой такой заторчик, да, на этом мосту, потому что там в конце небольшое сужение было, а движение плотное пошло, и плюс еще, ну, сами организаторы, да, постоянно же обгоняли, притормаживали. Ну, все равно интересно, я же говорю, едешь, помимо того, что тут довольно такие пейзажные места, да, вот эти мост очень красивый, там плюс залив, вот это все. Ты еще там на всех вот этих сопутствующих своих мотобратьев посматриваешь, да, у кого какая голда, кто на чем, откуда приехал. Ну, вообще такое живое мероприятие. Очень вот этот пробег нас воодушевил как никогда. Мы с Ириной действительно были, ну, рады поприсутствовать на таком пробеге интересном. И получается, вот мы уже приближаемся к нашей финишной точке этого пробега. Ну и, конечно, сразу добравшись до финишной точки, мы сделали фотографию с нашими новыми друзьями из Беларуси. Это Саад и его супруга. Вот после такого пробега добрались мы сюда, в порт. Сейчас постараюсь очень быстро пробежать, потому что на самом деле заняли, вот, кстати, это наш мотоцикл. Вот даже с Америки человек приехал. Ну, правда, не на голде, но все равно приятно. На корабле прислал его сюда. Смотрите, тут чего только нету. И большие, и маленькие, как говорится. Видимо, слет кораблей, кстати. Видели, сколько кораблей? Кушают морожку, уже стоят. У нас тут вот еще. Там второй ряд. Вот этого мы еле обогнали. Здесь еще с этой стороны, смотрите, они не заканчиваются. Здесь вот.
Ну вот он и в принципе весь сам пробег, да, мы здесь добрались до вот этой конечной точки, здесь уже свободное посещение, кто-то пошел мороженое есть, потому что температура на улице довольно жаркая была. Мы в принципе тоже этим не пренебрегли и, покушав мороженого, как и многие, начали двигаться в сторону отеля. Потому что уже там, в принципе, дело было к вечерней программе, надо было тоже переодеться, искупаться. И вот мы уже, в принципе, направляемся в сторону отеля обратно. Вот видите, тоже какие колоритные Honda-любители приехали на этот фестиваль. Ну, опять же, все друг друга улыбкой встречают. А это, получается, мы ехали дальше и увидели вот фламинго. Ну, и тут же супруга сразу кричит: тормози, но у меня выбора нет, мне жизнь дорога. Пришлось вот остановиться, поснимать фламинго немного. Ну а это, друзья, у нас, в общем, такая вот ситуация с голдоводами из Молдовы получилась. Ну как ситуация? Она-то, в принципе, началась у нас еще на пробеге. И, в общем, ну что я вам хочу сказать? Расскажу вам чуть попозже, чем это закончилось и как это все разрешилось. Ну а мы тем временем отправились гулять по территории, пока вот такие вот локации расположены. А это, друзья, хотелось бы вас познакомить, вот Фаяс. Это тот человек, который все время помогал нам, все время сопровождал. Какие вопросы, он всегда говорит: подходите, ребята. Сам очень много раз подходил, вот помог нам с жильем как раз вот этим определиться, чтобы мы не где-то там жили, а вот жили, получается, при этом отеле, ну, в другом отеле, ну, вот здесь, на этой территории, всем пользовались, все очень отлично объяснил. Ну, громаднейшее спасибо, знаете, ну, такое отношение при первом знакомстве для нас было очень приятным сюрпризом. Ну, а пока мы с вами обсуждали вот эти все насущие проблемы, у нас уже вовсю началась программа. А здесь программа уже такая больше поздравительная была, с такими с небольшими перерывами на чайные паузы. Ну и пока, как говорится, у нас один из перерывов, я вам вкратце расскажу наш вопрос с ребятами из Молдовы. Получается, он ко мне несколько раз подходил, у нас вот с собой были такие хвосты, получается, лисьи большие, и один на мотоцикле висел. И он несколько раз подходил и говорил: слушай, ну продай хвост, продай хвост. Я говорю: да я не планирую, зачем мне нужно, я не хочу, ну я сюда ехал не для того, чтобы торговать. Ну, супруга говорила: да подари ты уже ему этот хвост, ну что ты, в принципе, у нас-то не проблема его купить здесь, тем более я сам на Кавказе живу. В общем, ситуация такая, подхожу я к нему и говорю: друг, давай вот так, чтобы без обид, сейчас пока вот у тебя здесь друзья собрались, да, я вот подошел к тебе, вот выбери, какой тебе хвост нравится. Ну, он говорит: давай два. Я говорю: не, давай один выбирай. Ну, вот он выбирает один из хвостов, говорит. Я говорю: слушай, ну, только без обид, я говорю, чтобы, ну, я ж человек такой авантюры, люблю, как говорится, ну, подзажечь момент. И я говорю: слушай, вот давай, смотри, вот кладу хвост, получается, достаем монету, ты давай выбирай, какая сторона у тебя есть. Я говорю: давай, если ты выигрываешь, да не вопрос, вот хвост твой, как бы, ну, я не планировал его никому не дарить, не расставаться, ничего. Если, получается, выигрываешь, хвост твой. Если выигрываю я, бутылка моя, и мы все расходимся, как бы. Не вопрос, не вопрос. Ну, он там то решку выберет, то орла. Ну, в итоге все, выбирает, получается, он орла, я выбираю решку. Все, договорились, договорились. Я говорю: обид никаких, никаких. Ну, чтоб вопросов не было ни ко мне, ни кому. Я, опять же, поворачиваюсь слева, девушка сидит от него. Ну, как бы такой диалог, ведь, знаете, напряжение получился, немного авантюрный. Девушке даю, говорю: девушка, подбрасывайте. Ну, так, все-то здесь понимают друг друга. Ну, в общем, кое-как она подбросила, монетка укатилась. Ну, и я вижу, что кто победил. Ну, конечно же, я. Ну, я слушаю, я говорю: товарищ, ну, без обид, без обид. Я говорю: победил я? Он: да, вопросов нет. Я говорю: с тебя бутылка. Не сегодня, завтра, в следующий раз. А вот этот хвост тебе подарок. Ну, и посмотрите на его реакцию. В общем, все остались довольны. Ну, и я, кстати, еще бутылку выиграл. Надо, кстати, вернуться обязательно и забрать ее в следующем году. Ну и в общем все получилось довольно-таки интересно. Все довольны, все с хвостами. Фоточка на память. Да, вот так все серьезно открывается, получается, гимном. Молодцы, очень, ну, как бы официально и интересно.
Ну, а дальше я вам скажу, да, пошла поздравительная программа. Мы здесь ни в каких зачетах не участвовали. В принципе, мы изначально об этом тоже объявили. И поэтому, ну, посмотрели, да, то одних вызвали, то других, то историю рассказали, то еще что-то. Ну, посидели, пообщались. Опять же, наши друзья из Беларуси подошли, мы с ними немного выпили, поскольку все-таки мы уже завтра все разъезжались в разные стороны. Они, получается, направлялись в сторону Ливана, а мы в сторону тех достопримечательностей, которые мы здесь хотели еще посмотреть. Поэтому, понаблюдав эту официальную программу, мы опять же потихонечку побрели в сторону нашего отеля. Собрали предварительно вещи, ведь следующим днем мы хотели, в принципе, не затягивать, а пораньше стартануть домой. В общем, вот такая вот история здесь получилась. Ну, а мы, вот как видите, уже наступило утро, и мы двинулись в сторону такой достопримечательности, как Акрополь. Сами для себя не зная, потому что по совету друзей из Белоруссии, там Red Базилика они еще рекламировали нам, вот это мы все хотели посмотреть. Получается, первым по маршруту у нас должна была быть это Красная Базилика, ну это опять же я так ее перевожу, она на картах Red Базилик подписывается. Тут же сам этот Акрополь рядом находится, вот он получается на горе наверху, а здесь Красная Базилика, ну буквально проехал. Большущая стоянка для, получается, для посетителей этой базилики. Само по себе, конечно, строение исторически очень интересное и значимое. Приехали. Называется место Красная Базилика. Сейчас мы здесь вот в этом здании гуляем. Тут заходишь. Мы предположили, кстати, что здесь вращается вот эта центральная часть. Вот луч на потолке красивый. Ирина предположила, что были бои со львами. Вот это, наверное, кусок льва окаменевшего. Стоит на постаменте. Ну и вот там кто-то внизу был. Так, ну а мы пошли дальше. Говорят, что вообще это здание вроде как тут раньше поклонялись египетским богам. Причем греки. Вот видите, тут еще часть сохранилась. Ну, в общем, не буду умничать. Google вам в помощь. Да, кстати, за вход мы здесь заплатили 60 лир с человека. Это самая дешевая экскурсия. Да, это самая дешевая экскурсия вообще по всей Турции, что мы видали. Сюда надо каждый день, наверное, приходить. Ну, кстати, здесь вот еще сохранились какие-то проходы. Что это было? Может, канализация какая-то. Пепси выкинули туда. И здесь куча всяких сохранившихся частей. Видимо, это древняя стиральная машинка. Скорее всего, что-то выжимали здесь. Выдавливали колесики. Мололи, наверное. И вот такой вот вид. Вдоволь нагулявшись по самой базилике, мы, в принципе, здесь посмотрели все и внутри. Да, ну, территория сама по себе, да, она не сильно большая, поэтому вы ее, в принципе, обойдете. Ну, мы минут за 15 управились. Двинулись уже в сторону, получается, Акрополя. Нам нужно было наверх подняться. Было несколько дорог. Ну, здесь мы уже использовали Google. А так, если у оффлайн карты Maps.me вы приготовите заранее, то, в принципе, тоже без проблем найдете дорогу, особенно до этих достопримечательностей. Вообще, этот район называется Бергамо. Мы изначально сюда не планировали ехать, да, но опять же, вот по совету сказали, что вот один из таких моментов, это вот стоит заехать в Акрополь, получается.
Ну и вот он, поворот на Акрополь, и вверх дорога. Был один довольно-таки неприятный подъем, но он больше потом на спуске был. Больше даже неприятный, чем здесь на подъеме. Ну, такие парковки, опять же, на мотоцикле мы проезжали дальше, ближе к входу становились, и никаких проблем не было. Где-то брали с нас за парковку, где-то не брали. Тут уж как повезет. Ну что, добрались мы в Акрополис. Вот такой шикарнейший вид здесь. Остатки самого города. Вот, смотрите. Прогулочная зона здесь была. Представляете, с каким видом? Ирина тут стоит у нас. Тоже из Акрополиса. Вот сейчас пойдем вверх. Конечно, для любителей походить это реально, ну, очень такая интересная локация. И, во-первых, он сам по себе находится, да, этот древний город, на большой возвышенности, на одной из самых высоких гор здесь. Плюс очень много сохранившихся вот таких архитектурных объектов. Ну и так по самому этому Акрополису можно погулять с большим удовольствием. Если еще заранее позаботитесь, да, и приобретете сим-карту, погуглите, что и где по локациям здесь находилось, я думаю, вам очень будет интересно. Ну и опять же, здесь смотрите, какой прикольный амфитеатр, да, с таким видом, получается, на город. Вот это все, ну, когда думаешь, как здесь и жизнь протекала, как все это здесь проходило, бои, выступления, да, вот это, представляете, с таким видом. Ну, я думаю, что очень достойный город был в те времена. Помимо этого, там вдали еще на горизонте столько всяких достопримечательностей. Ну и, конечно, виды здесь все-таки шикарные. Куда ни повернись, хоть влево, хоть вправо. Ну, а я тем временем подсмотрел за туристами, как они фотографируются, и тоже себе вот такую симпатичную фотку замутил. Вот, обратите внимание. Так, ну что, вот мы и добрались до самой высокой точки. Дальше уже смысла нету, да и у нас по задумке есть еще пару мест сегодня посетить. Но Ирина побежала уже ближе к обрыву. Все, уже здесь все разрушено. Самое симпатичное место это оказалась вот эта локация. Нашли еще одну дорожку. Решили ее досмотреть уже. И все, надо бежать. Потому что мы с той стороны как раз ехали этого замка. Там, конечно, виды обалденные были. Блин, да тут, походу, еще ходить не переходить. Вот, кстати, тут была река когда-то, очень большущая. И она немного подсохла. Вот, получается, сюда они канаточку провели. Если не хочешь вверх подниматься на машине, пожалуйста, вон там мы бросили наш мотоцикл. Дорожка. Вот он, главный вход. Локация, конечно, безумно красивая. Ну а на выходе здесь был базарчик такой небольшой. Мы купили себе пару вот этих копий монет. Их там россыпью было. Они, получается, за 100 лир он отдал нам 4 монеты. Ну и все. Здесь мы уже основную часть посмотрели, все, что мы хотели. И двинулись к следующему значимому объекту для нас. Это уже в сторону, получается, города Измира. А дальше уже за Измиром нам нужно было, ну, многие знают об этом городе, Куждасы. И перед Куждасами Сельчук, есть такой населенный пункт. И вот, кстати, это, наверное, ну, я, по крайней мере, нагуглил для себя, одна из таких локаций, где реально громаднейшее скопление вот таких вот древностей, значимых объектов, да, если вы любите путешествовать по вот таким вот местам, то это, конечно, вот этот город Сельчук, если правильно его называть. И он недалеко находится от моря, поэтому, в принципе, ну, хотели туда стартануть побыстрее. Время-то уже перевалило давно, за 12 часов.
А у нас, получается, по планам еще было вот это посещение города Эфеса в районе Сельчука. И помимо этого, там еще, ну, пару локаций для себя я заранее тоже отметил. Поэтому мы тут уже немного притопили. Ну и, кстати, обратите внимание, платная дорога пошла уже. Опять же, альтернатива, я вам скажу, была не хуже. Мы ехали по альтернативе сначала, по альтернативной дороге. Но из-за того, что время поджимало, я уже сказал, я говорю, поедем по платникам. В принципе, мы по платникам проехали, там только в одном участке нам надо было заплатить. Мы заплатили 55 лир и поехали дальше, и больше нигде сборов не было. А получается, время уже немалимо мчалось к вечеру, да, это уже 4 часа, полпятого вечера, несмотря на то, что все-таки светло. И уже мы, наверное, не кушали больше 6 часов. Прямо уже червяк, я вам скажу, придавливал добро. И начали искать, вот, кстати, это мы уже город Измирь проезжаем. Думали, где-то здесь найдем по трассе. Но поскольку мы по платнику шли, на платниках, обратите внимание, что очень мало именно ресторанов, где вы можете перекусить. Ну и, в общем, выехав уже за сам Измир, мы, получается, нашли кафешечку себе такую, ну, дорожную, заехали, вроде все нормально. Заказали, как обычно, себе кефте, я там супчик заказал. Ну, в общем, как вы можете потом видеть по счету, мы немного обалдели. Обратите внимание, сколько нам обошлось кефте, супчик и одно гёзлеме, это такая большая лепешка, мы заказали себе, чтобы перекусить на трассе. Ну, а мы тем временем уже, получается, приближаемся к Эфесу. И пора раскрыть тайну, да, то место, в которое я действительно хотел попасть, это дом, где, по легенде, жила Дева Мария после смерти Иисуса. Ну, я вам скажу, для меня это очень значимое место, я действительно сюда хотел, ну, доехать. Мы уже приближались, хотели именно сюда успеть до, получается, до закрытия. А закрывалось, получается, оно в 18:00. Ну, я, как говорится, немножко прижал, поэтому до 18:00 туда еще запускают. После 18:00 уже нет. Дорога обалденнейшая. Она такая все время вверх идет. Такие серпантины красивые. Ну, с такими видами. Хотелось, конечно, много где остановиться, посмотреть. Но время нас действительно поджимало, потому что уже было 17:40 по времени. Я помню, вот здесь мы ехали. Хотелось буквально, ну, хотя бы успеть зайти, просто взглянуть, как этот домик. Ну, я много читал про эту локацию, много там отзывов посмотрел, что действительно сюда стоит в это место приехать и это место посетить. Ну и в общем мы вот так вот топили и параллельно разглядывали и наслаждались видами. Так, мы приехали в место, где Дева Мария жила, ну, до последнего своего дня, получается. Такой дом здесь, по преданию, можно погуглить, конечно, это место. Очень хотелось сюда попасть. Здесь, получается, оно сейчас закроется, а мы, как всегда, опаздываем. Сейчас. Ну, скорее всего, я читал, вроде как там фундамент, в принципе, только остался. Ну, понятное дело, столько времени прошло. Поэтому, ну, тут, кстати, службы, походу, еще проходят какие-то. Да, здесь церковь есть. Вот, наверное, снимать нельзя, фотографировать нельзя. Так что все, извините. Вот, получается, прошлись мы здесь, в этом доме. На самом деле, получается, сейчас узнали у девушки, она сказала, что там буквально, может быть, сантиметров 20 снизу осталось. И все. Оригинального. А получается, остальное это уже реконструкция. И все. Ну, такое вот место. Тут можно свечку приобрести, поставить. Ну, кстати, не запрещают, видите, как тоже молодцы. Такое очень красивое. Ну, все приезжают, даже многие паломники. Такое вот место интересное. Там же в этом доме вот можно было приобрести свечку. Ну, Ирина, конечно, хотела красиво меня снять, но получилось как всегда. Почему-то вот так.
Ну и тут вот различные исторические моменты. Много, так локация сама по себе длинная очень. Можно походить, побродить здесь. Хотя время уже и перевалило, да, далеко за 6 часов получается. Но мы еще обратили внимание, что люди некоторые еще подходили. Ну а так, в принципе, все прошло, нас никто не выгонял, не торопил. Мы и посидели, и отдохнули, и спокойно, ну, просто насладились, да, вот этим местом. И отправились потихонечку обратно. А обратно мы уже отправились в сторону Эфеса. Вход в него был открыт еще, и он работал, получается, до 8 часов вечера. Это прям до темноты. Но мы понимали, что мы его весь не обойдем, и поэтому вариантов туда заходить не было сегодня. И мы приняли решение переночевать сегодня в Куждасах. Это в 20 километрах, получается, этот город находился от всех этих локаций. И по гуглу начал искать, подбирать отели, ну, по возможности, да, чтобы не сильно грузиться по цене, поскольку нам здесь буквально надо было ночь провести, и с утра пораньше мы хотели рвануть здесь все достопримечательности досмотреть и поехать уже дальше. Но поискав, да, отели, я случайно наткнулся на довольно-таки симпатичный кемпинг с хорошими отзывами, и находился он прямо на первой линии. Я, кстати, удивился, да, среди вот этих домов и отелей такой интересный кемпинг. И мы двинулись в сторону него. Ну, там, я же говорю, опять же, по самому городу едешь, куча магазинов, всего, поэтому нам на сегодня этот кемпинг был лучшим вариантом, наверное. Сам город по себе Куждасы, он весь такой побережный, много отелей. Если у вас проблемы какие-то с кемпингами, нет желания ночевать, не проблема найти гостиницу. Там в районе 2000 лир можно было без проблем, даже до 1500 можно было найти. Ну а мы тем временем, получается, за сегодня прошли довольно-таки небольшой маршрут, но посетили очень много достопримечательностей. Как вы можете видеть, 299 километров, да, было пройдено за сегодня. Быстренько добравшись до самого кемпинга, мы поставили палатку, подготовились все и пошли по городу немного погулять. Ну, одна из главных задач у нас была еще, ну, приобрести еды, получается, себе на ужин и немного еды на утренний завтрак. Мы, в принципе-то, сюда добрались еще по-светлому, поэтому пока палатку ставили, видите, уже и ночь, как говорится, наступила. Нам, кстати, было интересно закупиться в этот раз продуктами не в ресторане, да, там что-то заказать, а пойти купить продуктов в Мигросе. Ну, я вам скажу, вот поставите, если вы на паузу, да, и увидите, и, ну, по стоимости мы не особо в чем-то выиграли. Там те же продукты, пиво, там, да, мы взяли там немного консервов, хлеб, и нам это все выкатило под 500 лир. Поэтому тут уже надо для себя расставить акценты. Тут чуть-чуть дороже, да, добавить, и уже вы пойдете полноценно, можете перекусить в каком-то ресторане. Если поднасесть на местные кебабы, то вообще, в принципе, можно довольно-таки бюджетно пропитаться. Они местами до 100 лир, и ими довольно-таки очень хорошо можно наесться. Но это опять же как варианты, вы уже для себя там рассматриваете по бюджету. Укладывайтесь в рестораны, пожалуйста. Чуть дешевле вот в Мигрос пойти, но не особо, да. Если еще что-то по питанию дешевле рассмотреть, то это вот, пожалуйста, местные кебабчики. Ну, а кто любит морепродукты, вот так вот себе покупает их. Ирина решила вот такую штуку съесть. Их тут целая тележка вот продается. Вот. Не для слабонервных. Сам городок Куждасы у нас, видите, получилось посмотреть только ночью. Ну, опять же, очень красиво. Так все светится. Там еще дальше можно было... У них и замок свой был. Можно было прогуляться, посмотреть. Ну, симпатично здесь, спору нет. Тут как бы вот я здесь немного приблизил, показать вам, насколько позволяет ночная камера. Ну, в общем, нам очень понравился. Вот, получается, поставили мы палаточку вот здесь. Такой кемпинг здесь. Локацию скину позже. Вот мотоцикл.
Столик нам разрешили подвинуть туда поближе. А там сейчас солнце. Вот оттуда мы приехали. Прям выходишь сразу на пляж поселка Куждасы. Смотрите, все довольно-таки неплохо, да, относительно в этом кемпинге было. В начале кемпинга очень много было таких вот домов, он заселенный был. Ну, хозяин нас в самый почти конец разместил, но плюсы были в том, что у нас рядом как раз-таки была душевая кабина и туалет. Здесь, кстати, удивительно, но при этом кемпинге есть вот такой бассейн, им можно также пользоваться, это включено в стоимость. Ну, сама территория очень красивая, но по отзывам я прочитал, и получается, в принципе, был к этому готов. Многие жалуются на то, что очень пыльное место, поэтому, ну, рекомендуют брать пакеты с собой под палатку, потому что, на самом деле, мы когда палатку поднимали, да, с этого места, очень пыльная была. Нам повезло, у нас вот этот бетонный квадратик был, мы на нем расположили нашу палатку и не так сильно ее запачкали. А так, ну, тоже этот момент надо учесть, в общем. И по локации очень хорошо расположен. Опять же, вышли, вернее, у вас сразу получается пляж. Вот, кстати, мы уже двинулись в сторону Эфеса, одной из главных достопримечательностей, которые мы хотели посмотреть. Как раз за этим лайнером, мы хотели посмотреть, там замок же, получается, стоял. Но лайнер полностью все перекрыл, и мы уже не стали тратить время на это, и уже поехали в сторону города Эфес. Ну, знаете, как говорится, я тоже не мог проехать мимо этого, поэтому мы остановились вот в таком месте, закупились инжирчиком, тем более здесь он такой прям сладенький на тот момент был, подкрепились им и двинулись дальше. Ну, а тем временем, друзья, хочу вам сказать, что все-таки вторая часть у нас завершается, поскольку город Эфес у нас довольно-таки большой город, и я большой ролик еще для вас сниму. Так что жду вас в третьей части. До встречи, друзья!